Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусное печенье. Оно будет с изюмом, клюквой и меренгой. Готовится совсем несложно. Нам понадобится 250 грамм муки. В муку мы натираем 200 грамм охлажденного сливочного масла. Все перемешиваем. Добавляем 10 грамм ванильного сахара и щепотку соли. И руками нам нужно все перетереть в крошку. Также в этом рецепте используется 3 яйца. Заранее нужно разделить яйца на белки и желтки. В тесто идут желтки. Нам нужно все замесить достаточно быстро. Долго месить это тесто не нужно. Нам нужно его просто собрать в шар. Посмотрите, какое мягкое тесто у нас получается. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Стакан грецких орехов. Я обжарила орехи заранее на сухой сковородке и нарезаем вот такими крупными кусочками. 3 белка взбиваем миксером с щепоткой соли, на низких оборотах взбиваем до пышной пены, после чего увеличиваем скорость миксера и, постепенно добавляя сахар, 100 грамм сахара, взбиваем до устойчивых пиков. Наши белки, посмотрите, клювиком вы видите, свисает крем с венчиков. Это значит, наша меренга готова. Тесто можно сразу раскатать в тонким слоем на листе пекарской бумаги, но мне удобно сделать это вот таким образом. Колбаска, нарезаем ее кружочками примерно толщиной сантиметр и руками распределяем по листу пекарской бумаги. Противень у меня стандартный, 30 на 40 сантиметров. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. Я еще, вы видите, выравниваю края нашего прямоугольника. Также мы выкладываем на слой теста джем. У меня сливовый джем, 100 граммов. И размазываем ровным слоем. Можно добавить любой джем. Главное, чтобы он был с кислинкой и не жидкий, чтобы наша выпечка не потекла. На этом этапе нарезаем тесто на квадратики. По длинной стороне у меня получилось 6 полосочек сделать, по короткой 5. Вот такие квадратики у нас получаются. Теперь мы сверху посыпаем ровным слоем наши нарубленные орехи. И также нам понадобится стакан изюма, но я сделала по-другому. У меня полстакана изюма и полстакана клюквы. Если ваши сухофрукты сухие, то можно их заранее замочить в кипятке на 10 минут и потом обсушить бумажными полотенцами. Меренгу можно сразу выкладывать и размазывать ровным слоем на тесто, но мне захотелось вот такую красоту сделать. Я при помощи кондитерского пакета и насадки делаю вот такие маленькие розочки, чтобы было красиво. Духовка у меня заранее разогрета на 170 градусов режим конвекция. В моей духовке печенье пеклось 20 минут до румяности. В горячем виде нужно нарезать наше печенье на квадратики. Это сделать нетрудно, так как мы заранее, еще до выпечки, разрезали тесто на квадраты. Дать нужно печенью остыть, и сейчас мы его будем пробовать. Посмотрите, какое оно красивое. Выглядит просто как пирожное. А какое оно вкусное. Друзья мои, нежное рассыпчатое тесто, кисленькая начинка и хрустящая меренга. Восторг, как вкусно. Приготовьте.